Привет, друзья! Сегодня я вам расскажу об одном случае, как совсем недавно меня укусила оса прямо в язык. Случилось это на даче, когда я был на улице и пил компот из стакана. И, видимо, совсем не заметил, как в стакан залетела оса, и она булькнулась прямо в компот. Я сделал глоток и даже не успел почувствовать саму осу, так как она сразу же меня ужалила за язык. Я ее моментально выплюнул, но было уже поздно. Свое дело она сделала. Кроме сильной боли, этот укус мне не принес ничего страшного, так как у меня нет аллергии на укусы. А вот для людей-аллергиков такой укус может быть смертельным. В таких случаях есть опасность развития отека квинки. Это когда отекают губы, язык, шея и лицо. Положение опасно тем, что отечность может охватить гортань, перекрыть дыхательные пути, и человек может очень быстро задохнуться. Первое, что нужно сделать в таком случае, это вызвать скорую помощь. Затем нужно дать или лучше ввести внутривенно противоаллергические препараты. А если это невозможно и пострадавший начинает задыхаться, то необходимо сделать прорез в гортани и вставить в нее трубочку или корпус от ручки, чтобы обеспечить доступ воздуха к легким. Такое часто показывают в различных фильмах. Но в реальности на такое, думаю, не каждый осмелится. Кроме отека квинки, у пострадавшего может возникнуть анафилактический шок. Причем он может возникнуть независимо от того, в какое место укусила оса. Шок развивается быстро, появляется одышка, нарушается дыхание, снижается давление. Может ощущаться чувство жара, шум в ушах, головная боль, судороги и потеря сознания. Очень часто такое состояние заканчивается летальным исходом. Как вы заметили, укусы ос очень опасны, поэтому я решил воспользоваться лайфхаком и избавиться от ос на даче. Для этого нам понадобится пустая пластиковая бутылка, от которой нужно отрезать верхнюю часть. Откручиваем крышку и вставляем горлышко в бутылку. Вот таким образом. Теперь оса свободно сможет залезть в бутылку, а вот вылететь обратно уже не сможет. По крайней мере теоретически. Но скоро мы это с вами проверим на практике. Для надежности можно приклеить это горлышко к бутылке на скотч. Но сама по себе оса, конечно же, не полезет в бутылку. Нужна приманка. Берем чайную ложку меда и опускаем в чашку. Наливаем полстакана теплой воды, размешиваем до полного растворения меда и переливаем в бутылку. Хотя можно поступить еще проще. Берем пустую бутылку и прорезаем в верхней части дверцу. Открываем ее вовнутрь бутылки. В качестве приманки можно использовать не только мед, а, например, еще какое-нибудь ароматное варенье или компот. Заливаем чайную ложечку водой и размешиваем. Вставляем в горлышко бутылки воронку и переливаем сладкую жидкость. И как мы видим, оса забралась в бутылку и теперь ей никак не выбраться. Хотя даже если ей и удастся выбраться из компотного плена и взлететь, то в само отверстие горлышка бутылки она вряд ли сможет попасть. Поэтому такой способ действительно работает. Второй способ, как мы видим, работает не хуже. Осы попадают в аналогичную ситуацию. За один только день в ловушку попало несколько десятков ос. Кое-кто может сказать, что я живодер, уничтожаю бедных насекомых. Но это вынужденная мера. У некоторых моих друзей есть аллергия на осиные укусы. И, конечно же, жизнь человека намного дороже, чем жизнь осы. Но некоторые люди могут опять-таки заявить, что не трогай ос, и они тебя не тронут. Я с этим согласен. Но в большинстве случаев люди случайно беспокоят ос. Например, срывая ягоды или фрукты, на которых часто сидят осы. Или, скажем, как я, вообще выпил компот с осой. От такого случая абсолютно никто не застрахован. Поэтому чем меньше будет ос, тем меньше вероятность укуса ими человека. Также у себя на даче я убираю осиные гнезда, которые могут периодически опять появляться. Ради интереса я даже вскрыл одно из таких гнезд, чтобы посмотреть, что же у него внутри. Сделано это гнездо из ветхой древесины, которые осы соскабливают своими челюстями. Поэтому гнезда и имеют серый цвет. Внутри же оказались соты с личинками ос. Это своего рода осиный инкубатор, ясли и детский сад. Рабочие осы выкармливают личинок едой, которую найдут или которую поймают. А едят они почти все. От фруктов и ягод до насекомых, мяса и даже колбасы. Например, мне удалось заснять момент, как оса отгрызла небольшой кусочек от рыбы и понесла его в свое гнездо.
А на чердаке дачи моих знакомых оказалось вот такое огромное осиное гнездо. Причем, как мне сказали, это гнездо осы построили в течение месяца. То есть осиная семья очень быстро разрасталась в численности. Для научного интереса я решил тоже вскрыть это гнездо и показать вам, что же находится у него внутри. Вход в гнездо располагается сбоку, хотя, по-моему, здесь их даже два, а то и все три. На ощупь гнездо мягкое, хорошо сжимается, но тем не менее форму свою держит и вмятины не остаются. Срезав верхнюю часть, можно увидеть структуру гнезда. Отчетливо видно, что оно состоит из огромного количества слоев. Это сделано с той целью, чтобы сохранять более-менее постоянную температуру внутри. Давайте попробуем еще отрезать от верхушки гнезда. Теперь внутри уже виднеются соты. Давайте попробуем убрать наружные слои обмотки, чтобы докопаться до самой главной части гнезда. Думаю, здесь несколько сотен ячеек, а следовательно и осиная семья была очень большой. Все эти ярусы довольно-таки крепко соединены друг с другом, а под самым широким ярусом обнаружился еще один маленький. Но вот почему-то его ячейки имеют меньший размер, чем у других ярусов. Это, конечно же, очень странно. Абсолютно все ячейки оказались пустыми. Но если бы это гнездо разобрать в начале лета, то там наверняка бы оказались вот такие личинки, либо окуклившиеся особи. Здесь мы видим весь этап развития осы, от самой маленькой личинки до взрослой особи. У осы имеется вот такое острое жало, при помощи которого она охотится, вонзая его в жертву и впрыскивая свой яд. Этот яд способен парализовать и убить другое насекомое, а у человека или животного вызвать сильную боль и отек. Но осы – это не единственные насекомые, таящие в себе опасность для человека. Гораздо опаснее шершни. Это такие гигантские осы, а раз они больше, то и укус у них больнее и опаснее. Гнездо шершней отличается по внешнему виду от гнезда ос и может достигать очень больших размеров. Один мой знакомый нашел на чердаке своей дачи вот такое огромное гнездо. Давайте посмотрим, что же у него внутри. Это гнездо было приделано к углу стены, поэтому одна половина осталась, так сказать, голой. Сейчас я разверну его, и мы увидим внутреннюю структуру. Хорошо заметно, что ярусов с сотами очень много. Я их насчитал аж 10 штук. Боковые стенки гнезда довольно-таки толстые. Но так как в них очень много воздушных прослоек, то по весу не особо тяжелые. Да и вес всего гнезда целиком менее 1 килограмма. Вот так выглядит небольшой кусок оболочки гнезда. Сам материал супер сухой, поэтому ломается даже от несильного прикосновения. Стенка состоит из огромного количества элементов, напоминающих чешуйки. Материал очень хрупкий и легко разламывается. Хоть у шершней и нет строительного образования, но строят они с умом. Внутри содержится множество воздушных прослоек для лучшей теплоизоляции. Но оболочка гнезда все-таки чересчур хрупкая и даже без особых усилий превращается в труху. При поджигании горит не хуже бумаги. Ну что ж, давайте продолжим разбирать оболочку, чтобы полностью освободить внутреннюю часть. Древесные чешуйки хоть и хрупкие, но приклеены очень прочно, поэтому их приходится сдирать слой за слоем. Ну а вот так выглядит центральная часть гигантского гнезда. Мы видим огромное количество ярусов с сотами. Всего я насчитал 10 ярусов. Интересно, сколько же здесь может содержаться ячеек? Примерно прикинув, удалось выяснить, что самый верхний ярус содержит около 200 сот. На нижних ярусах ячеек еще больше, от 500 до 1500. Итого в таком гнезде содержится порядка 10 тысяч ячеек, причем некоторые соты запечатаны. Скоро мы с вами посмотрим, что или кто там находится. Для начала давайте попробуем отсоединить ярусы друг от друга. Соединены они довольно-таки крепко. Мы видим, что сделано это при помощи специальных столбиков. Они хоть и тоненькие, но очень прочные. Чем больше площадь ярусов, тем сложнее было отсоединять их друг от друга. Это и не удивительно, ведь чем больше ярус, тем больше и креплений он содержит.
И вот так выглядит самый нижний ярус. Его шершни построили самым первым. Как видите, размеры ячеек самого нижнего и одного из верхних ярусов существенно различаются. Размер сот нижнего яруса почти в 2 раза меньше. Если кто-то знает, почему размеры ячеек ярусов отличаются, то напишите в комментариях. Материал сот более прочный, чем у внешней оболочки. Ломается с трудом. По своему виду этот материал напоминает плотный картон. Ну а теперь давайте посмотрим, что же находится в запечатанных ячейках. Верхняя крышечка плотная и снимается с трудом. Ячейка была очень герметично заделана. Внутри виднеется голова шершня. Причем это уже почти готовая особь. Только вот почему-то вылупиться не успела. Видимо, подействовал какой-то неблагоприятный фактор. Сама же куколка высохла, и при попытке ее вытащить отвалилась голова. В других ячейках аналогичная ситуация. Эта картина напоминает некий фантастический фильм, когда какая-то неведомая и мистическая сила погубила целую цивилизацию. В данном случае в роли цивилизации выступает гнездо шершней. Все куколки высохли и стали очень ломкими. Такое ощущение, что кто-то их выел прямо изнутри. Либо они просто пересохли от долгого пребывания в этих ячейках. Затем я разломил соты в одном месте и решил достать куколку сбоку. В данном случае голова не отвалилась, и она извлеклась более-менее целой. В общем, во всех запечатанных ячейках этого гнезда оказались вот такие куколки шершней. Они уже были почти готовы к выходу, но что-то им помешало. А вот что же это было, остается загадкой. Если у вас есть какие-то предположения, то напишите в комментариях. Друзья, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Всем большое спасибо за внимание и до новых встреч!